Это одно из самых опасных мест для дайвинга в мире. По разным подсчетам оно убило уже от 8 до 12 человек. Это место находится в Техасе и выглядит как обычный водоем. Но у этого водоема есть одна необычная особенность. На его глубине расположена сеть коварных и запутанных пещер, которые за время своего существования уже успели обрасти разными мифами и легендами. В этом видео я подробно разберу, что это за место, как именно оно убивает и почему люди, зная, что оно смертельно опасно, все равно продолжают туда лезть. Колодец Иакова расположен в округе Хейс, штат Техас, час езды до Остина, рядом с городком Уимберли, население около 3000 человек. Геологически это карстовый источник. Вода поступает из подземного водоносного слоя, известного как Тринити Аквифер. Источник питает ручей Сайпресс Крик и является частью крупной гидрологической системы. Входное отверстие имеет диаметр около 4 метров. От поверхности пещера уходит вертикально вниз на 10 метров. Далее система разветвляется на несколько камер, соединенных узкими проходами. По данным исследовательского проекта Jacobs Well Exploration Project, общая протяженность туннелей составляет около 1700 метров. Максимально зафиксированная глубина 43 метра. Это вторая по длине полностью затопленная пещера в Техасе. Структура пещеры имеет несколько характерных особенностей. Первая камера. Глубина до 8 метров. Сюда проникает солнечный свет, видимость хорошая. Эта зона считается относительно безопасной для подготовленных дайверов. Вторая камера. Глубина до 17 метров. И естественного света здесь уже нет. В этой камере находится вертикальный тоннель, идущий вверх. Он заканчивается тупиком и известен как ложный дымоход. Этот тоннель визуально напоминает выход к поверхности. В условиях паники или дезориентации дайвер может принять его за путь наверх. По меньшей мере один человек погиб, поднявшись по этому туннелю и упершись в каменный потолок. Третья камера. Глубина 23 метра. Проход к ней дайверы называют родовым каналом из-за того, что он слишком узкий. Дно здесь покрыто мелким гравием, который при движении поднимается и снижает видимость до нуля. Четвертая камера и последующие проходы. Вход в эту зону настолько узок, что требуется снять баллон и протолкнуть его вперед. Именно здесь произошло большинство задокументированных смертей. До прихода европейцев эти земли населяли индийские племена. В источниках упоминаются Танкава, Команчи и Хумано. По некоторым данным, источник имел для них ритуальное значение. Первое документально упомянутое относится к 1850 годам. Ветеран Техасской революции Уильям Винтерс обнаружил источник, следуя вдоль ручья. Согласно местной традиции, он назвал его колодец Иакова, по аналогии с библейским. Существует альтернативная версия происхождения названия. Землеагент Джейкоб де Кордова, работавший в этом районе, имел такую привычку называть объекты в свою честь. Какая из версий соответствует действительности, установить не удалось. Примечательный факт: в середине 20 века напор воды был настолько силен, что мог вытолкнуть прыгавших в колодец обратно на поверхность. Местные жители, чье детство пришлось на 40-е и 50-е годы, подтверждают это в интервью. В 2000 году источник впервые за всю историю наблюдений полностью пересох. С тех пор это случалось еще несколько раз. Водоносный слой истощается из-за избыточного водозабора в регионе. Парадокс: именно ослабление напора воды сделало глубокие погружения возможными, а значит и смертельными. Это наиболее документированный инцидент в истории колодца Иакова. Основные источники. Статья в журнале Техас Монтли за февраль 1980 года. Материалы Хьюстон Хроникл и показания свидетелей. Группа дайверов из городка Пасадина, пригород Хьюстона, прибыла к колодцу на выходные. Около 20 человек разбили лагерь у воды. Среди них находился Кент Моппин, 20 лет, и Марк Брашер, 21 год. Моппин имел значительный опыт. Он нырял с 12 лет, работал ассистентом инструктора в дайв-магазине. Брашер был студентом колледжа Сан-Хасинто. По свидетельствам знакомых, Моппин неоднократно говорил о своем намерении проникнуть в четвертую камеру. К тому моменту там погибло уже 4 человека, и Моппин об этом прекрасно знал.
Около полуночи, когда остальные участники группы готовились ко сну, Моппин и Брашер начали готовиться к погружению. К ним присоединился третий дайвер, Джо Мои. По его показаниям, он не был осведомлен о планах двух других. Трое дайверов вошли в воду около полуночи. Порядок погружения: Моппин первый, Брашер второй, Мои третий. В узких проходах пещеры возможность обгона отсутствует. Дайверы вынуждены двигаться строго друг за другом. Группа прошла первую камеру, затем вторую, затем третью. У входа в четвертую камеру Моппин не остановился. Он начал протискиваться в узкую щель. Мои, находившийся сзади, понял происходящее. Он попытался привлечь внимание, ударил ножом по баллону, это стандартный сигнал тревоги у дайверов, и направил луч фонаря на Брашер. Реакции не последовало. Моппин снял баллон, протолкнул его в щель и пролез следом. Брашер повторил маневр. Моя проверил показания манометра. Запас воздуха был недостаточен для преследования и возвращения. Он остался у входа в четвертую камеру. По его показаниям, он ждал у щели, пока позволял воздух. Затем был вынужден начать подъем. Из интервью Мои: в момент, когда я всплывал на поверхность, я уже знал, они мертвы. Моппин и Брашер не вернулись. Вот что мне не дает покоя. Двое молодых парней, оба опытные, оба знали, что в этой пещере до них погибло уже 4 человека. Ночь, никакого специального снаряжения, никакого плана на отступление. И они все равно полезли туда. Зачем? Честно, я пытался найти ответ на этот вопрос, но так и не нашел. Спасательная операция началась утром 9 сентября. Руководство принял Джон Дибл, местный инструктор по дайвингу с многолетним опытом. Основная проблема: проход в четвертую камеру был частично завален гравием. Каждая попытка расчистить провоцировала новые обрушения. Во время одного из погружений Дибл застрял в проходе. Он оказался зажат между стенами на глубине около 25 метров. Запас воздуха заканчивался. По его показаниям, он готовился к смерти. В какой-то момент его тело начало непроизвольно сокращаться. Предсмертные судороги. Эти конвульсии вытолкнули его из расщелины. Напарник передал ему запасной загубник. Дибл вдохнул воздух, но от стресса проглотил часть газа. При подъеме воздух расширился и разорвал стенку желудка. Дибл выжил. Врачи квалифицировали исход как маловероятный. Тела Моппина и Брашера извлечь не удалось. Для осмотра четвертой камеры спасатели применили импровизированный метод. Видеокамера была закреплена на черенке от метлы и просунута в щель. На записи различим низкий сводчатый зал. При покадровом просмотре заметен вентиль баллона и загубник. Снаряжение погибших находилось в камере. Операция была прекращена через 12 дней. Официальное заключение: извлечение тел невозможно без риска новых жертв. После этого случая власти настоятельно решили закрыть доступ к опасным камерам. И казалось бы, правильное решение, логичное, но после произошло то, чего никто не ждал. В январе 1980 года Дибл вернулся к колодцу. Он установил заградительную решетку из арматуры и бетона на глубине около 20 метров. Целью было предотвратить доступ к опасным камерам. Через 6 месяцев решетка была обнаружена демонтированной. Неизвестные лица спустились с необходимым инструментом, срезали конструкцию и убрали ее. На месте была оставлена пластиковая табличка для подводной записи. Надпись на табличке: «You can keep us out». В переводе: «Вы не можете нас остановить». Личности этих дайверов установлены не были. Мотивы остались неизвестны. Представьте, меньше года назад здесь погибло 2 людей ужасной смертью, в темноте, задыхаясь. Потом спасатель чуть не умер, который пытался достать их тела. Ему разорвало желудок. Ставят решетку на глубине 20 метров из арматуры и бетона. И вот кто-то берет, ныряет на эти 20 метров вместе с инструментом и срезает эту решетку. И вдобавок оставляет еще записку: «You can keep us out». Вы не можете нас остановить. Только представьте, кто-то специально с инструментом погрузился на 20 метров, чтобы это сделать. Что это? Безумие? Одержимость? Или что-то еще? 23 ноября 1983 года. День благодарения. Ричард Паттон, 22 года.
студент Юго-Западного Техасского университета, участник продвинутого курса дайвинга, и его инструктором был Дон Дибл. Паттон погружался с напарником Кларком МакКоннеллом. Оба заплыли за решетку, которая к тому моменту уже отсутствовала. В одном из проходов баллон Паттона застрял. Дайверы были вынуждены его бросить. Начался подъем с использованием техники совместного дыхания, то есть один баллон на двоих. В условиях стресса и ограниченной видимости оба направились в ложный дымоход. Тоннель выглядит как путь к поверхности, но заканчивается каменным потолком. МакКоннелл успел сделать вдох, развернуться и найти настоящий выход. Паттон нет. Его тело было обнаружено в верхней точке тупика. Он умер, прижавшись к потолку. В 1981 году сильное наводнение частично размыло отложения в пещере. Поток вынес из системы останки Марка Брашера. Они были идентифицированы и переданы семье. Останки Кента Моппина обнаружены не были. Его родители Малкольм и Мэри Эллен Моппин ждали 21 год. В какой-то момент отец обратился к спасателям с просьбой прекратить поиски. Цитата: «Я не хочу, чтобы кто-то еще пострадал, пытаясь найти моего сына». В 2000 году команда дайверов из проекта SMART проводила плановое картографирование пещеры. Они не искали останки. Во время погружения были обнаружены человеческие кости. Экспертиза подтвердила, это был Кент Моппин. Из интервью Мэри Эллен Моппин: «Теперь мы можем его похоронить». 21 год семья жила с осознанием, что тело их сына находится в затопленной пещере, и что они теперь могут его забрать. Можно было бы подумать, что после всех этих смертей люди остановятся, но нет. В 2015 году один парень чуть не стал следующей жертвой. 2015 год. Диего Адаме, 21 год, житель Сан-Антонио. Адаме практиковал фридайвинг, это такое погружение без дыхательного аппарата, только на задержке дыхания. По его словам, он нырял в колодец Иакова многократно. В тот день он вел видеозапись погружения. Запись сохранилась и доступна публично. На глубине около 30 метров с его ноги соскользнула ласта. Адаме развернулся для подъема и потерял фонарь. Он оказался в темноте, без ласты, без освещения, на глубине 30 метров. Запас кислорода в легких – это несколько десятков секунд. Из интервью Адаме изданию My San Antonio: «На долю секунды я подумал о смерти, о том, что умру сегодня». Он сбросил грузовой пояс и начал экстренный подъем, достиг поверхности на пределе. Он выжил, выплыл, отдышался. И знаете, что он сказал врачам? «Я вернусь туда этим летом». После всего этого он собрался туда вернуться. И вот тут я окончательно перестал понимать этих людей. Почему они туда возвращаются? Этот вопрос задавали всем выжившим и всем, кто работал на спасательных операциях. Дон Дибл, чуть не погибший при извлечении тел, дал следующее объяснение. Цитата: «Это был запретный плод, притягательность делать что-то опасное». Объяснение частичное. Опасные занятия существуют везде, но люди редко возвращаются туда, где едва не погибли. Джо Моя, свидетель гибели Моппина и Брашера, описал их состояние перед погружением. Цитата: «Они были как в трансе». Это описание повторяется в нескольких независимых источниках. Дайверы, побывавшие в глубоких камерах, говорят о странном ощущении, о притяжении, о желании идти дальше. Медицинская версия – озоновый наркоз. На глубине свыше 30 метров повышенное парциальное давление азота вызывает состояние, схожее с опьянением. Симптомы – эйфория, снижение критичности, нарушение оценки риска. Это объясняет часть случаев, но не объясняет, почему люди сознательно планируют такие погружения заранее. В психологии существует такое понятие, как зов бездны. Это импульсивное желание прыгнуть, возникающее у человека, стоящего на краю. Этот феномен не связан с суицидальным намерением и фиксируется даже у психически здоровых людей. Возможно, колодец Иакова представляет собой физическое воплощение этого феномена. Это не утверждение, это гипотеза. Сегодня колодец Иакова находится под управлением парков округа Хейс. Территория открыта для посещения, купание разрешено по предварительной записи. Погружения с аквалангом запрещены без специального разрешения. Единственная организация, имеющая такое разрешение, это Jacob Well Exploration Project,
Команда проекта работает с 2007 года. Они уже завершили картографирование всей доступной системы пещер. Используется специальное снаряжение, боковые баллоны, газовые смеси с гелием, многоуровневые системы безопасности. Результаты картографирования. Основной туннель 1400 метров, максимальная глубина 43 метра, боковое ответвление около 300 метров. Чтобы пройти от основного туннеля и обратно, нужно потратить 5 часов. Руководитель проекта Грег Тейтум совершил более 250 погружений. Из его интервью: там так темно, что темноту можно попробовать на вкус. Интересный факт. В глубинных частях системы обитает техасская слепая саламандра. Этот вид эволюционировал в условиях полного отсутствия света. Результат оказался следующим. У данного вида отсутствуют глаза и отсутствует пигментация. Миллионы лет адаптации к среде, в которой человек не может выжить без технологий. Колодец Иакова продолжает функционировать как место отдыха. Туристы по-прежнему приезжают, фотографируются и прыгают в воду с камней. Под поверхностью остается система пещер протяженностью почти 2 километра. Ловушки, которые унесли жизни как минимум 8 человек. И, вероятно, тела тех, кого так и не нашли. Решетка, установленная после трагедии 1979 года, несколько раз восстанавливалась и несколько раз уничтожалась. Сейчас доступ ограничен. Предупреждающие таблички установлены, запреты действуют. Но записка, оставленная неизвестным в 1980 году, остается актуальной. You can keep us out. Это не угроза, это констатация. За 45 лет, прошедших с гибели Моппина и Брашера, ничего принципиально не изменилось. Люди знают об опасности, люди знают о жертвах, люди продолжают спускаться. Почему? Вопрос, на который у меня нет окончательного ответа. Возможно, дело в адреналине, возможно, в азотном наркозе, возможно, в чем-то еще. Колодец Иакова остается открытым, пещеры остаются затопленными. История продолжается. Это была хроника колодца Иакова. Источник: Техас Маунти, Houston Chronicle, материалы Jacobs Well Exploration Project, показания свидетелей и участников событий. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и напишите в комментариях, вы бы туда нырнули, если бы знали это все.